По стейблкоинам говорил неоднократно, что USDT очень опасно хранить. Это печатание денег произвело новую отметку на биткоине, перехай с 64 до 69 тысяч долларов. Это последнее повышение, которое может быть, надо там перетерпеть, еще что-то и так далее. Я рассматриваю ситуацию, где мы еще пару раз коснемся этой зонки, нас заманит в эту область, и плавненько мы будем снижаться на фоне того, как Binance будет решать свои проблемы, проекты будут решать свои проблемы и так далее и тому подобное. Друзья, всем большой привет, на связи как всегда я, неизменный автор данного YouTube канала Дмитрий Самсонов. И как вы поняли, в сегодняшнем видеоролике мы поговорим о периоде времени, когда будут выходить проекты, которые мы сейчас делаем для ретродропов. И говорить об этом мы будем исходя из общей ситуации, картинки на криптовалютном рынке. Поговорим с вами о том, что я говорил, что я делал 6-7 месяцев назад. Поговорим о том, что у нас произошло относительно недавно, происходит прямо сейчас. То есть разберем какие-то локальные новости, какие-то локальные события. Вспомним сетапы с последнего ролика, в котором я говорил, в какие моменты я буду заходить в рынок и так далее. В общем, этот ролик будет очень полезный, очень информативный. Разберем здесь много полезностей. Присаживайтесь поудобней. Всех тех, кто посмотрит данный видеоролик, я буду вознаграждать. В течение всего видеоролика я буду оставлять специальные коды, которые вам необходимо будет запоминать и у себя в профиле на YouTube заполнять. Как это сделать, я расскажу. Соответственно, разыграю по 10 долларов между двумя участниками. То есть участвуйте, досматривайте до конца, узнаете условия. 2 человека уже в следующем видеоролике получат по 10 долларов. Максимально простые условия. Ну а также в конце данного видеоролика я разыграю 160 долларов, которые обещал разыграть в ролике, посвященному Layer Zero, в котором вам нужно было всего лишь написать комментарий, рассказать, как попали на канал, как давно в крипте и как давно делаете какие-то активности. Присаживайтесь поудобнее, будет максимально интересно и полезно, и мы будем начинать, друзья. Погнали! Начнем с предыдущих позиций, в которые мы заходили с вами 6 июня. Мы практически зашли. У нас ожидалась следующая ситуация в тот момент, когда у нас биточек падал на фоне того, что иски SEC выдвигала к Binance, Coinbase. Мы ожидали с вами вот эту вот зонку. Ее не дождались. Однако, те ребята, которым интересно торговать активно внутри дня, я рекомендую подписаться на наш канал Crypto Kitchen Trade. Здесь мы даем сделки, рассказываем что, как, почему. К примеру, можете посмотреть статистику за май, можно посмотреть статистику за еще один месяц, апрель, за март. Все более подробно вот так кликается на каждую неделю, друзья. Можно посмотреть в комментариях. Даны все сделки, которые проходили. Поэтому, кто хочет торговать, подписывайтесь. Здесь мы все подробно рассказываем. Возвращаемся, то есть, к ситуации. Соответственно, вот этот ролик здесь был. Не заходили мы в рынок, зонку не дождались. Соответственно, поговорим. Сегодня тоже дам позицию, где будем ждать точку входа в рынок. Побежимся сейчас очень быстро по новостям. Поговорим, что как между собой взаимосвязано, и перейдем к общей картине рынка. И, конечно же, поговорим про ретродропы, потому что вы должны понять, что просто делая активности, изначально для вас это выглядит как по инструкциям, просто тыкать кнопочки, повторять те действия, которые вам показывают ребята, которые делают, в принципе, эти активности. Нужно еще понимать, что с рынком, что примерно понимаете, когда ожидать дроп, а не смотреть на комментарии людей, которые пишут, что снапшот уже был, что я несу какую-то чушь, что якобы там уже до сентября, до октября Layer Zero раздаст все и так далее и тому подобное. Вы должны иметь насмотренность, понимать, что как между собой взаимосвязано, и создавать свое собственное мнение, чтобы не зависеть от кого-то в комментариях. Поэтому поговорим сейчас с вами об этом всем. Суд обязал SEC, и Binance US найти компромисс. То есть, соответственно, SEC подал в суд на то, чтобы заморозить активы Binance US, но у него это не получилось. Идем дальше. Binance по-прежнему сейчас будет укреплять свои позиции. Я считаю, что к концу лета только все немножко с Binance подутихнет.
Вот. В принципе, те события, которые сейчас происходят, мы ожидали с вами еще давно. Еще больше, чем полгода назад. Обязательно сейчас поговорим о том, когда это было, в каких именно формулировках и так далее. Соответственно, нанимают все больше юристов для того, чтобы защищаться. Я думаю, что у них все получится. Переживут они все и вся, потому что иначе, если умрет такой гигант, как Binance, это отобразится на всей индустрии. Дальше. CEO Circle призовет Конгресс принять закон о стейблкоинах. Я говорил еще в феврале, но говорил на самом деле еще ранее. Если вы посмотрите мой телеграм-канал, рекомендую вам на него подписаться, мой личный телеграм-канал. Если вы долистаете здесь до октября-ноября, то там очень много я говорил о регуляции, говорил о органах, которые будут отвечать за это, в каких регионах, в каких масштабах и так далее. Соответственно, есть видео, вот здесь я его прикреплю, вот это вот видео, да, называется «Но биткоин запретят, какие монеты убьет SEC». И SEC будет регулировать не только у нас какие-то альткоины, да, сам биткоин, он также будет регулировать и стейблкоины. И очень хорошо, как по мне, что Circle, в принципе, сам практически стучится, правда, через Конгресс, потому что Конгресс занимается вопросом CBDC, цифровой валюты стран мира, а именно цифрового доллара. И его запуск перенесли с июня на июль. Вот. Соответственно, я уверен, что, и в принципе по стейблкоинам говорил неоднократно, что USDT очень опасно хранить. Я храню стейблы только в USDC в сети ERC-20. Вот. И эту новость я воспринимаю очень положительной, потому что, делая определенные активности, да, находясь вне рынка, по большей части находясь в стейблкоинах, нужно находиться в тех, которые не подвержены влиянию, ну, как можно меньше подвержены внешнему влиянию. Как бы все помнят ситуацию с USDC. Я говорил про это. Это у нас было, получается, уже 3 месяца назад. Это было 13 марта. Я выкупал вот это вот падение тогда рынка. Я покупал USDC по 89 центов. Поговорил об этом в своем телеграм-канале. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Переходим к статистическим новостям, каким-то данным, которые на самом деле в ближайшие дни, я думаю, числа до 18-19 дадут нам достаточно большое количество волатильности. Инфляция существенно ослабла, биткоин отреагировал незначительно. Соответственно, инфляция снижается, и мы задаемся вопросом, а когда же все-таки приостановят ставку или начнут ее снижать. Вот. А потом, когда произойдет снова вливание новых денег, печатание денег. Все мы помним, что летом в 2021 году это печатание денег произвело новую отметку на биткоине, перехай с 64 до 69 тысяч долларов за биткоин. Соответственно, на этом фоне можно говорить о каком-то отскоке. Вот. Ну, графиком мы еще с вами перейдем. Я записываю это видео в 19:00 по Москве 14 числа. Вот. Сегодня у нас еще ожидаются прогноз процентной ставки. Да, опять же, все-таки ждем, приостановят, либо будут еще повышать. Я ожидаю 2 риторики. Наверное, на 70% я уверен в том, что ее остановят. Понижать ее сразу не будут однозначно. Ее остановят. На 70%, 30% что повысит, но повысит опять же в какой риторике. Соответственно, будут какие-то аргументы, доводы на то, что это последнее повышение, которое может быть, надо там перетерпеть, еще что-то и так далее. Вот. И после они уже вернутся на курс приостановки ставки. Поэтому ждем эти данные, следим за рынком, возможно, волатильность, в какие стороны сейчас с вами поговорим. Перейдем, конечно, на графиком. Здесь подробно, в принципе, видите всю ситуацию, разлиновку, которую я для вас готовлю. Прежде чем вот переходить к пояснению того, что здесь написано, нарисовано, я считаю, что новому зрителю, который здесь относительно недавно, стоит ознакомиться с тем, что я говорил ранее. Да, ретро-дропы круто, здорово, мы их будем делать, будем продолжать делать, но опять же говорю, для того, чтобы понимать, когда нам хотя бы что-то в ближайшее время ожидать, нужно владеть ситуацией по рынку. Соответственно, хочу заметить, вот такое вот видео я снимал. 35 тысяч долларов за биткоин в ближайшие полгода. Что поможет рынку? 16 октября оно было записано. Перед падением, перед скамом FTX.
Давайте буквально небольшой отрезок посмотрим с него, что я здесь говорю. Я считаю, что вполне возможно, что такой же небольшой сквиз с обновлением лоев мы можем увидеть с вами в ближайшее время, до конца этого года. Я не думаю, что лои рынка будут какими-то глобальными, там, на 6-10 тысяч долларов. 14-16 тысяч долларов вполне то, что мы можем увидеть, потому что если нам дадут упасть туда... Ну, друзья, в принципе, ссылку на этот ролик оставлю, наверное, в комментариях, либо прикреплю к описанию, если вы в комментариях напишите, что вам нужен. На старом моем канале можете найти это видео. Соответственно, мои ожидания практически оправдались. Я вполне консервативно говорил о целях в 28, в 32 тысячи долларов, и мы достигли этого блока. И там я со средней покупкой биткоина по 19,5, вот в этой области, заработал на этом движении, добрал позиции здесь и зафиксировал большую часть позиций на 28 300. Да, у меня до сих пор есть биточек на 20% от портфеля, и с учетом того, что он у меня по этой средней цене, я его оставлю и постараюсь поймать какой-то вот сейчас небольшой отскок. Кто помнит последние ролики, я говорил про эти зонки, сейчас мы еще про них с вами поговорим. Соответственно, консервативные цели 28-32 были выполнены, 34-36, к сожалению, оптимистичные цели, к сожалению, не были выполнены. Идем с вами дальше. Вот тоже вот это вот видео, которое было записано у нас 17 апреля, о том, что биткоин упадет на 20 тысяч долларов. Друзья, смотрите, я не Ванга, я, в принципе, и даже не трейдер. Я себя таковым не считаю, я просто смотрю огромное количество информации, перерабатываю и складываю какое-то собственное мнение. Вот. Но сейчас расскажу вам, как так получилось, что ожидаю. И, в принципе, про регуляцию вы поняли, что мы уже говорили. Если вы читали мои последние посты в Телеграме, я говорил, и вы уже сами увидели после иска SEC к Binance, что некоторые альты перебили свои лои относительно того, когда биток был на локальном донышке, да, там в области 16-17 тысяч долларов. Но также 17 апреля, помимо того, что я говорил, что биткоин будет к 20 падать, я говорил и про альты. Давайте сейчас с вами внимательно послушаем. Это ужас. Это ужас. Они очень слабые. Не будет альт-сезона, не надейтесь. Вот такие дела, друзья. Соответственно, об альтах, альтишках с вами еще поговорим. И вот, наверное, сейчас можно более подробно, детально поговорить про рыночек, про локальную ситуацию и про глобальную ситуацию. Соответственно, 50% от битка, я в рынок вообще на 19500 заходил на 40% от всего портфеля, осталось на 20%, хотел их зафиксировать в этой области, в каких-то моих обзорах я говорил эту информацию, не зафиксировал, но я проговорил, что будет парочку отскоков, и, возможно, нам дадут еще побольше, здесь пораспределяют. Задача крупного игрока, который набирал позицию, и она у него средняя, очень хорошая, вынести максимально цену наверх. Я, конечно, отвожу все-таки выполнение целей 32-34 тысячи долларов, но это не больше 3-5%. Чтобы такое случилось, мы должны на недельных таймфреймах закрепиться выше этой области, этих значений, для того, чтобы пойти выше. В основном в своем сценарии я рассматриваю ситуацию, где мы еще пару раз коснемся этой зонки, нас заманит в эту область продавец, да, хомячки покупят, и плавненько мы будем снижаться на фоне того, как Binance будет решать свои проблемы, проекты будут решать свои проблемы и так далее и тому подобное. Следующее, что хочется сказать, ситуация локально остается неизменным. Да, мы ищем покупку в зоне 24-25 тысяч долларов. Только дожидаемся ее, никуда не спешим. Если все-таки хотите поторговать, я вам уже говорил, что нужно быть подписанным на Crypto Kitchen Trade, и там, соответственно, мы даем какие-то консервативные позиции, где вы зарабатываете. Ну а делать это лучше на тех биржах, на которых торгую я лично. Отличные максимальные скидки, в принципе, все ссылки будут в описании. На биржах мы не храним все деньги, мы храним только те деньги, которыми торгуем, поэтому с этим тоже нужно быть очень внимательным. Соответственно, после того, как мы прошьем эту зону, какие мои глобальные цели, я сейчас в этом видео сразу хочу все проговорить.
что до конца года мы не перебьем все-таки хаи, вот эти вот локальные. К концу года ожидаю подход к области первых покупок. Покупки в целом хочу отвести на покупки зону в первую очередь 20 тысяч долларов, 18 500. Здесь, наверное, буду совершать первые покупки. Соответственно, на ближайший год будем, после того, как зайдем в эту зонку, будем болтыхаться в этом диапазоне, не выходя за этот общий глобальный рейндж. Я считаю, что нам еще стоит длительное время поторговаться, возможно год, возможно полтора, соответственно, не раньше, чем конец лета, конец лета, в принципе, лето следующего года, можно говорить о том, что накопление закончится и мы пойдем выше. Причем тут накопление, сейчас с вами хочу поговорить, объясню, в принципе, достаточно быстро, на пальцах. Очень длительное время мы, в отличие от этого цикла, где распределяли нам биткоины, распределяли здесь. То есть, смотрите, там у большого игрока, крупного игрока, была средняя цена вот здесь, она была маленькой. И вот этот весь рост, он его сам разгонял. И нам раздавали биточки вот здесь, выше 35 тысяч долларов. Здесь он снова отбирает, для того, чтобы снова нам продавать в следующем бычьем цикле, который, я считаю, начнется не раньше лета следующего года. Поэтому, друзья, локальную позицию я свою сказал, 24-25 тысяч долларов покупаем с вами биток спекулятивно с отскоком в эту область. Опять же, позицию в случае, если я в нее зайду, я буду вести здесь, в видеообзорах, также в телеграм-канале, подписывайтесь на него, ссылка в описании. Вот. Ну а долгосрочные покупки буду смотреть не раньше 20-18,5 тысяч долларов за биток. Итак, друзья, подытожив это, свое видение на рынок, скажусь по ретро-дропам. Мы будем продолжать с вами выполнять активности. Для того, чтобы выполнять активности, нужны нам денежки, для того, чтобы тратить в нативных токенах в различных сетях, тестируя проекты. Поэтому в дальнейшем я буду выпускать также большое количество инструкций. Смотрите, подписывайтесь. Уже совсем скоро мы зафиналим с вами серию вот этих роликов, где я расскажу, как за буквально $1 можно делать 20-40 транзакций. Ну, исходя из ситуации по рынку, я понимаю, что проекты такие как Layer Zero, они будут выходить не раньше сентября-октября этого года, а то, возможно, и позже. В принципе, по ситуации торговать мы будем с вами консервативно, не влетая в каждую сделку, не заходя в нее просто ради того, чтобы в нее зайти, а только в том случае, когда мы будем в ней уверены. И, соответственно, я буду давать отчеты здесь на YouTube-канале. Долгосрочные зоны мы с вами определили. И, соответственно, теперь давайте перейдем к самому приятному, к розыгрышу. Я говорил, что буду разыгрывать $160 за 10 комментариев случайных, которые вот здесь под этим роликом вы оставили. Очень большое количество, большое вам спасибо за поддержку. Канал не перестает прирастать, меня это очень сильно радует. Ну и 3 людям я дам приз по $20, которых выберу самостоятельно. Итак, смотрим, ссылку я уже выгрузил. Давайте, наверное, еще раз обновим ее, чтобы у нас не было каких-то вопросов в комментариях. Да, там первую ссылку открыл, загрузил, загружаем данные, 75 комментариев. Выбираем 10 случайных комментариев. Первый. Я Морган. Пиши мне в личные сообщения, ссылка на личные сообщения в описании, и забирай свои $10. Это первый у нас победитель. Второй победитель. У нас должен был быть тематический комментарий, то есть вы должны были написать, как давно в крипте, как наткнулись на канал и так далее. Этот комментарий я пропускаю. Второй. The Marik Play. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10. 10 победителей, 3 других победителя будут вставлены здесь
последующем по окончанию ролика. Пишите все победители мне в личные сообщения в Telegram и забирайте свои призы. Но и по условиям того розыгрыша, который здесь, в этом видеоролике, вы собирали кодовые слова. Теперь вам эти кодовые слова необходимо вставить в описание своего профиля YouTube. Как это сделать? Что вам нужно? Во-первых, написать тематический комментарий под этим роликом по видению по рынку. Как вы считаете, соответственно, когда приблизительно вы считаете, что выйдут ретро-дропы, и мы получим за эти активности деньги. Коды вставляйте в описание своего канала. Как это сделать? Нужно нажать на профиль, перейти в творческую студию и в соответствующем разделе написать все кодовые слова. Ну и комментарий под этим роликом на тему ролика, лайк этому видео и подписка с колокольчиком на канал. Друзья, на этом, в принципе, ролик подошел к концу. Я благодарю вас за внимание. Дальше по ситуации на рынке я буду вас уведомлять в видеороликах здесь, ну и также в Telegram-канале. Обязательно подписывайтесь. Благодарю вас за просмотр и до новых встреч, друзья. Пока-пока.